Здравствуйте, друзья! С вами Роман Фат. С детства нас учили, белая магия – это свет, добро, помощь, а черная, страшная, злая, колдовская, от лукавого. Но давайте говорить честно. Мир магии не черно-белый. Он сложнее, глубже и опаснее для тех, кто подходит к нему с наивной верой в то, что добро – это всегда безопасно, а зло всегда наказуемо. Так в чем же на самом деле разница между белой и черной магией? Почему за любое сильное магическое вмешательство приходится платить? И кто платит, если вы просто попросили? Сегодня мы разложим все это по полочкам. Без сказок, но с реальными историями. С тем, о чем вам не расскажут на эзотерических форумах. Все, о чем я говорю, касается именно сильных магических воздействий, где задействуются большие потоки, усилия, воля и силы. То есть тех практик, где идет вмешательство в судьбу, в чужую волю или в тонкие слои и структуры судьбы. Простые заговоры, обережные формулы, практики усиления намерения, которые я даю на своем канале, это не разрушение, а корректировка. Но когда речь идет о сильной магии, действуют другие законы. Первое, что важно понять, деление на черное и белое, оно очень условно. Нет магии добра или магии зла. Есть намерение, сила, результат и последствия. Когда вы просите вмешательства в свою судьбу или в судьбу другого человека, это уже магия. Разница между белой и черной магией не в цвете, а в направлении. Белая магия работает через разрешение, согласие и энергию созидания. Черная магия работает через волю, контроль, нарушение чужой воли и нарушение баланса. Переходя к следующему важному вопросу, мы сталкиваемся с тем, о чем часто забывают. Любая магия, особенно сильная, не бесплатна. Вы удивитесь, но самая опасная ошибка думать, что если вы делаете светлый ритуал, то он безопасен. Нет, за любое магическое вмешательство взимается энергетическая цена. Даже если вы просите светлую помощь, она идет через определенные структуры. И энергия, которая запускается, всегда требует баланса. Точно так же, как и в физическом мире, в тонком пространстве нельзя просто взять и уйти. Нужно отдать. И дальше возникает закономерный вопрос. А как это сделать? Как отдать? Как это выглядит на практике? Откуп. Это не обязательно деньги. Это возврат энергии. Через благодарность, через пожертвование, через служение, через ритуал очищения. Откуп – это зрелая форма признания. Я получил, я возвращаю. Это древняя универсальная сакральная традиция. И теперь становится очевидно. Обычный человек платит, но и платят мастера. Мастер – это не тот, кто избежал расплаты. Мастер – это тот, кто умеет перераспределять последствия. Кто знает, как пройти через откат и не потерять себя. У каждого сильного мага есть своя история боли. Потери, разрывы, болезни, удары. Потому что сила – это не просто суперспособность. Это внутреннее умение держать ответ. И вот здесь мы подходим к теме, которая волнует многих на интуитивном уровне. Что будет с тем, кто совершает насильственные магические действия против другого человека? Если сказать коротко, то будет расплата. И будет всегда. Но не обязательно в лоб. Это может быть завуалировано. Рождение ребенка с тяжелой судьбой. Невозможность построить нормальные отношения. Ощущение постоянной пустоты. Психосоматика. Повторение сценариев. Допустим, приворот – это всегда насилие. А за насилием следует расплата. Если человек все же попал под влияние темной магии, то его можно спасти. Но помните, чем сильнее воздействие, тем сложнее и болезненнее выход. Например, кладбищенская порча. Это один из самых тяжелых и опасных видов магического воздействия. Она работает через подключение к энергетике смерти, к разрушительным структурам, к полям, где уже отсутствуют жизненные силы. Чаще всего она ставится через землю с кладбища, вещи, оставленные на могиле, через одежду, еду, с целью перекрыть человеку жизненные дороги, ослабить, подчинить.
довести до краха. Такая порча буквально забирает энергию жизни. Человек начинает угасать. Это может проявляться как внезапная апатия, болезни без диагноза, страхи, панические атаки, сны, где постоянно снятся мертвые, ощущение холода, резкое ухудшение финансов, постоянные конфликты, тяга к алкоголю, агрессия к близким. Иногда страдает не только жертва, но и ее дети, ее род. Да, с этим можно работать, но только если человек сам хочет выжить. Убирается такая порча поэтапно: очищением, ритуалами отсечения, восстановлением личного поля, укреплением связи с родом и с живыми силами. Нельзя просто снять ее как пленку. Это как вытягивать корни из почвы. Нужно бережно, глубоко, с последующим восстановлением. В моей практике много случаев, когда после грамотно проведенной работы у людей возвращались чувства, улучшался сон, появлялась жизненная энергия, менялись даже внешность и голос. Но это всегда путь и всегда внутренняя трансформация. Запомните, магия — это не хорошо и не плохо, это сила. А сила — это всегда ответственность, и вы всегда должны знать, с чем имеете дело. Простая практика — это один уровень. Сильная магия, вторжение в чужое поле — это другой. Если вы хотите силы, вы должны быть готовы ее выдержать. И в этом нет ничего страшного. Напротив, когда магия используется осознанно, с уважением к себе, к другим, к пространству, она становится не разрушением, а исцелением. Не вторжением, а сотрудничеством с силой. Не манипуляцией, а инструментом восстановления, защиты и роста. Именно такую магию я и практикую, и делюсь ею с вами. Если вы хотите глубже разбираться в этом, научиться безопасно использовать силу, работать с собой и с пространством, подписывайтесь на мой телеграм-канал по ссылке в описании к этому видео. Там практики, ответы на вопросы, живые обсуждения и та магия, которая меняет судьбу, не разрушая ее. С вами был Роман Фат. До встречи. Берегите себя.